То, что затевалось немцами как легкая прогулка до Москвы, на деле обернулось для них настоящим кошмаром. Командование в Берлине было в ярости. Красная армия хоть и отступала, но дралась так, что вермахт не успевал считать потери. А ведь тяжелая и затяжная война требовала ресурсов, которых у Германии попросту не было. Например, нефти всего-то 500 000 тонн, 2% от мировой добычи. А 2/3 советской нефти добывалась именно на Кавказе. Министр вооружений и военной промышленности Рейха Альберт Шпеер впоследствии признавал: «Мы вторглись в Россию из-за нефти». Но немцы не думали, что за ресурсы нашей страны им придется драться насмерть. Когда гитлеровцы планировали свою войну против Советского Союза, план Барбаросса, Кавказ вообще там не упоминался. Его не надо было завоевывать ни в первую, ни в вторую очередь. Считалось, что после общей победы над Советским Союзом, которая должна была произойти максимум за 4 месяца, как бы все само ляжет под немцев. Но по мере успехов Красной Армии, в первую очередь после успеха под Москвой, немцы планировали летнюю кампанию, начали планировать летнюю кампанию. И стало ясно, что, как они думали, для того, чтобы нанести Советскому Союзу большой экономический ущерб, нужно было выбить Кавказ. Была и другая веская причина отрезать Кавказ от России. Через границу с Ираном шли поставки по ленд-лизу, поэтому захват этих территорий мог бы решить сразу несколько проблем вермахта. Победы немцев на Южном фронте, захват Харькова, Киева, Керчи и Севастополя открыли немцам путь на Кавказ. Кроме того, Красная армия понесла огромные потери – около 1 000 000 человек или 100 дивизий. В этом свете завоевание Кавказа казалось простым делом. Разработанная фашистами операция, как им казалось, обещала победу и контроль над нефтеносными районами уже к концу 1942 года. Все Закавказье охраняло всего 112 000 человек. И они были разбросаны. Это не была какая-то концентрированная сила. Немецкая группировка, которую они создали для наступления, была в 1,5 раза больше по численности. Но самое главное, у них самолетов было в 8 раз больше, а танков в 6 раз больше. У немцев было неоспоримое преимущество как в живой силе, так и в технике. Поэтому нужны были экстраординарные меры, чтобы остановить развивающееся наступление вермахта. На стороне Красной армии были горные условия. Узкие дороги были серьезным препятствием для техники. Порой небольшая группа солдат могла сдержать продвижение целой дивизии. Сражения носили ожесточенный характер. В горах бои шли буквально за каждую тропу и каждую высоту, часто переходя в рукопашные схватки. В ряды защитников Кавказа вливались люди, которые знали горы и умели использовать снаряжение. В итоге по живой силе Красная армия сравнялась с вермахтом, а потом и вовсе превысила силы немцев, достигнув 800 000 бойцов. Наступление нацистов остановилось. Все, что смогли немцы, установить флаг на Эльбрусе. Летом 1942-го по настоянию генерала Ивана Тюленева началась подготовка специальных отрядов горных стрелков, способных противостоять немецким егерям из 1-й горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс», проходивших обучение в Альпах. Но значительная часть битвы за Кавказ происходила не в горах и даже не рядом с горным массивом. Огромную роль сыграло сражение в Сталинграде. Потому что именно в это время, когда шли основные бои за Кавказ, и немцы не смогли прорваться к Грозному, взять Владикавказ, пробиться к Тбилиси, Гитлер принимает решение, что вот, наверное, надо взять Сталинград. Вот это будет главное направление. Что если мы возьмем Сталинград, то Кавказ сам рухнет. И поэтому он с легкостью еще в августе 1942 года разделил силы. Одна группа армии наступала на Сталинград, а другая на Кавказе. Некоторые историки считают, что это была большая ошибка. Это была война на истребление. Местных жителей массово вырезали при малейших подозрениях в содействии частям Красной армии. Часто немцы устраивали провокации, стремясь вызвать у жителей ненависть к красноармейцам. И на Кавказе во время битвы за Кавказ действовали специальные немецкие части, которые как раз занимались уничтожением и местного населения, любых форм оппозиции. Ну уж я молчу про уничтожение там, коммунистов, евреев и всех тех людей, которых они считали расовыми или политическими врагами. Действовали специальные части, такие как, например, Бранденбург, батальон Бергман и так далее. Так как действовали? Например, переодевались в красноармейскую форму и нападали на какое-то село чеченцев, например,
И местные жители видели, что как бы Красная Армия там убивает чеченцев. Эта задача была спровоцировать местное население. Частично им это удалось. В боях за Кавказ немцам активно помогали части союзников из Италии, Румынии и Венгрии. Немецкие сателлиты действовали нагло и самоуверенно, порой проявляя такую жестокость, которая пугала даже бывалых эсэсовцев. Однако Гитлер изначально не доверял союзникам и, как оказалось, совершенно оправданно. Но самое главное, они удивились недружелюбию населения. Это тем более удивительно. То есть вот население недружелюбно. Мы приехали из Италии, из Венгрии, а они вот к нам так плохо относятся. Ну вот и получили то, что получили. И в принципе все эти войска именно в 1943 году стали проситься домой. Что и постепенно было сделано для многих из них. И для итальянцев, и для румыны постепенно уходили, и для венгров. Только финны боролись до конца. По мере развития контрнаступления Красной Армии на Кавказе немцы оказались под угрозой окружения. Гитлер принял решение уводить части, а оборону выстроил вдоль так называемой «голубой линии» укрепленного плацдарма на Таманском полуострове. 577 укреплений, 35 километров минных полей, превращенный в цитадель Новороссийск. Натиск Красной Армии вынудил Гитлера отдать приказ о выводе войск на запад, чтобы избежать возможного окружения и полного истребления. 10 сентября морской десант высадился в порту Новороссийска. Началась завершающая фаза боев. 9 октября 1943 года битва за Кавказ завершилась полной победой Красной Армии.